Всем привет, с вами Ганзи. Техника замещения тела, техника подмены или в оригинале каварими но джутсу. Сегодня разберем, почему данная техника является одной из крутейших способностей, про которую, к сожалению, просто нагло забыли. Начнем с принципа работы этой техники. Эта техника позволяет мгновенно поменяться местами с неким объектом в маленьком радиусе. Хочу подметить, что техника позволяет подменить себя почти на что угодно, а не только на бревно, как нам обычно демонстрируют. К примеру, Какаши использовал подмену клоном Наруто. Прикол в том, что данная техника используется без подготовки. Ничего эта техника вам не напоминает? А Минато Джикара Саски, например. Принцип работы у этих техник похожий, а именно подмена себя на предмет. К слову, в первом датабуке сказано, что техника подмены является мгновенной. Да, многие говорят, что в датабуке инфу преувеличивают для эффектности, но суть в том, что скорость этой техники в манге показана не было, ибо на одном кадре показывают человека, в которого летят сюрикены, например, а на втором, например, уже бревно, на которое он подменился. Тем самым скорость этой техники по манге понять мы не сможем. Помимо подмены, эта техника обладает еще и оптической иллюзией, которая заставляет противника думать, что атака прошла успешно, а также на цель, на которую вы подменились, можно прицепить взрывные печати. Техника работает, очень схоже с Минато Джикарой, однако имеет еще и такие две полезные фишки. Но даже так, техника подмены является техникой самого низкого ранга Е-ранга. Этой технике обучают еще в академии. Она расходует очень мало, чакры является очень простой в использовании, однако в аниме Наруто эту технику используют крайне редко. Какаши использовал ее, чтобы узнать местоположение Саски на тренировке с колокольчиками, однако когда эта техника была бы действительно полезной и могла бы спасти жизнь, про нее авторы то ли забывали, то ли хрен ложили специально. Даже вот, к примеру, Обита, на которого падал камень. Смогла бы техника подмены, например, с помощью обломков камней, спасти его от той самой трагедии? Скорее всего, да. И пусть Обит эту технику не показывал, но ее изучают в академии. Обита не стал бы генином, если бы не обучился такой сверхдефолтной технике. Либо этой технике начали обучать после того, как поняли, что Обита мог этой техникой спастись. Шутка. Также известно, что эта техника пошла от Шуншина, а Шуншин в свою очередь это просто перемещение, а не телепорт, хотя шиноби, использующий этот скилл, перемещается так быстро, что для врага кажется, будто он телепортировался. Короче говоря, техника подмены может работать по сути как и Шуншин, хотя опять же это как-то нелогично, типа какой смысл менять себя на какой-то предмет, если это супер быстрое перемещение. Например, в бою с Джираей одно из тел Пейна, Чикушудо, который животных призывает, использовал подмену, когда Джирая схватил его своими волосами. Откуда они взяли там бревно? И опять же, если он и мог бы самостоятельно выбраться из оков Джираи, то какой смысл этих трюков с бревнами? Эта техника действительно очень полезная и имбовая. Лично я ни разу не видел, чтобы у того, кто ее применял, были проблемы с ее исполнением. Обычно, если она срабатывала, то трюк проходил успешно, и то, что авторы забыли об этой технике, кажется очень странным явлением. Либо она и правда слишком уж имбовая оказалась и доступная, сломанная, так сказать, техника, и поэтому авторы решили потихо убрать ее из арсенала шиноби, чтобы бои не перетекали в бесконечные подмены. Пишите свои комментарии, что вы думаете на этот счет, может у вас есть свое мнение. Также не забывайте подписываться на канал, ведь впереди вас ждет много крутого и интересного контента. С вами был Ганзи, еще услышимся.